Good afternoon. Thank you for coming again to this brief and short statement in review of what we have been doing today. Добрый вечер. Спасибо, что нашли время сегодня присоединиться к нам. И я вам сейчас вкратце опишу нашу сегодняшнюю работу. This shall update you of the activities of our patrol today. In the day we have attempted to reach the airport of Donetsk. Я вам немного расскажу о наших двух патрулях, которые сегодня состоялись. Мы в течение дня пытались выбраться в аэропорт Донецка. We have been trying twice today, and the second time we reached an area in the close proximity of the airport. Только со второй попытки нам удалось добраться до непосредственной близости до аэропорта. We were monitoring there the activities of the JCCC and the so-called DPR. Там мы наблюдали за работой Центра по совместному контролю и координации, и также за действиями Донецкой Народной Республики, так называемой. While being on location, we heard that fighting was ongoing at the airport itself. На месте мы прекрасно слышали, что в аэропорту на тот момент продолжался бой. And in our own assessment, we decided that it was too unpredictable to go further. И по нашим собственным оценкам мы сочли слишком непредсказуемой ситуацией для того, чтобы отправиться дальше, ближе к аэропорту. And that the risks for a civilian unarmed mission were too high to push further closer to the airport. Для нас, как для гражданской и невооруженной миссии, риск дальнейшего продвижения ближе к аэропорту был слишком высоким. And have then decided to go back to base. Поэтому нами было принято решение вернуться на базу, на место постоянного расположения. While on that location, in the close proximity of the airport, we have witnessed damage to civilian infrastructure and residential buildings. В непосредственной близости к аэропорту мы смогли собственными глазами увидеть весь ущерб, нанесенный местной инфраструктуре и гражданским строениям. And the OSCE mission is aware of ongoing fights and attacks with heavy weaponry from both sides all around the airport area. И нам, как миссии, известно о том, что бои продолжаются. Эти бои ведутся с привлечением тяжелой военной техники обеими сторонами этой техники. And these attacks are being conducted and led from either within residential areas or at the outskirts of residential areas, and of course attract also counterfire from positions opposite in the other direction, which leads unfortunately to repeated civilian casualty and damage to infrastructure. И мы должны констатировать тот факт, что атаки на аэропорт ведутся или из непосредственной близости аэропорта с территории жилого района, или с окраины города. Это не может не вызывать, любая из таких атак не может не вызывать ответного огня, и в результате страдает местное население и страдает местная инфраструктура. And the OSCE Special Monitoring Mission calls upon the parties to cease fire, withdraw heavy weaponries and armed units, and support the call for enhanced stability in and around the airport to prevent further casualties. И специальная наблюдательная миссия призывает стороны к прекращению огня, к отведению воинских формирований и вооружения, а также к поддержанию этого призыва и к совместным действиям во избежание дальнейших потерь среди гражданского населения. As I have said yesterday, the task of the OSCE Special Monitoring Mission is not to implement any ceasefire; it is to monitor the ceasefire. И как я вчера уже отмечал, задачей нашей миссии является не фактическое осуществление режима прекращения огня, а всего лишь мониторинг над его осуществлением. And it will continue to do so, and as soon as the fire holds and the situation permits safe access, the mission will do so and will continue to try in close cooperation with those responsible for the current fighting.
И как только ситуация, так долго, как долго будет продолжаться безопасная ситуация, мы будем продолжать вести наши наблюдения и будем включать все стороны для того, чтобы привлечь виновных к ответственности. And the mission will maintain a robust presence here in Donetsk city, but elsewhere in eastern Ukraine. Миссия и в дальнейшем намерена активно присутствовать здесь, в Донбассе, также по всей территории Восточной Украины. In order to further support the reduction of tensions across Ukraine, but in particular in the east part of the country. Мы будем здесь присутствовать для того, чтобы поддерживать дальнейшее снижение напряжения не только здесь, но и во всей стране. This was the brief summary of our day here. We will continue our work as said, but I am now available to any questions you may have to me. Это было краткое изложение событий за сегодняшний день. Мы в дальнейшем будем продолжать подобную работу. Сейчас я готов ответить на ваши вопросы. Вопросы есть? Yeah. Can you comment on if the assault on the airport itself is what do you think can be considered as a violation of the Minsk memorandum, or it's just an internal fight without changing the main line which was drawn during the Minsk memorandum? Is it a violation or not? We can't verify an attack on the airport itself, an attack by what has been reported of infantry or other means, because we haven't been at the airport itself, so I can't give any independent verification of this. Вопрос был следующий. Можете ли вы подтвердить то, что попытка штурма аэропорта является нарушением одного из положений Минского меморандума? Ответ. Ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию не можем, поскольку у нас не было возможности наблюдать непосредственно сам штурм. Мы не были на месте. However, what we can confirm is that throughout the day, and as you can hear also towards the evening, fighting continues, caused by both sides in and around the airport area. Что мы можем подтвердить, это то, что в течение дня столкновения или бои продолжались, и они инициировались обеими сторонами. That this fighting is caused by both sides has been confirmed to us by both sides. И то, что инициаторами столкновений выступает то одна, то другая сторона поочередно, подтверждались представителями обеих сторон. And naturally, these incidents and these attacks from both sides are not in line with what the Minsk documents prescribed. Естественно, такие столкновения, такие попытки дестабилизировать ситуацию не являются теми, которые можно считать соответствующими Минскому меморандуму. The Minsk memorandum, among other points and protocol, foresees ceasefire, withdrawal of heavy weapons and withdrawal of armed units in order to stabilize the situation. And the first point, the ceasefire as such, has not been achieved yet. Согласно Минскому меморандуму, все действия к мирному процессу начинаются с прекращения огня, за этим следует отведение тяжелого вооружения и отведение воинских формирований. Но, как мы видим, прекращение огня не наступает. Это ответ на вопрос. Еще есть вопросы? Is there any other fighting except of the Donetsk airport in eastern Ukraine over the line? There are sporadic incidents across the line, in particular on the Donetsk side, further south as well. And I can also inform you that today we have registered another incident involving one of our own patrols in and around Mariupol, which has come under direct fire from an unknown position. We don't know yet from which side. It has not led to any damage to the car or any injuries. Вопрос, является ли столкновение в аэропорту единственным случаем нарушения режима прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения? Ответ: не единственный случай. Фиксируются еще единичные случаи, например, на юге региона. Сегодня даже один из наших патрулей попал в такую ситуацию, в которой мы были подвергнуты прямой стрельбе, прямому обстрелу. С какой стороны велся обстрел, мы пока сказать не можем. Ни автомобиль, ни сотрудники миссии не пострадали. But this incident shows that the situation, in particular in the Donetsk area, closer to the line of contact, is very volatile and tense and unstable. Но этот инцидент свидетельствует о том, что ситуация в Донецкой области, в особенности чем ближе к аэропорту, тем она хуже. То есть ситуация является нестабильной, столкновения продолжаются.
And more efforts from all parties involved are needed to stabilize the situation, so that the area is particularly along the contact line in the Donetsk side can be brought to lesser tensions, and that the population in those areas can be given a period of tranquility. И поэтому от всех вовлеченных сторон требуются максимальные усилия для того, чтобы привести ситуацию к какой-то стабильности. Особенно это касается зоны в аэропорту и вокруг него. Мы должны, все противоборствующие стороны должны дать возможность местным жителям жить спокойно, жить в спокойствии. Еще вопросы? Вопросов больше нет, спасибо большое. Есть вопрос. Пожалуйста. Сергей Мешковой, Донецкое агентство новостей. Скажите, сегодня Леонид Кучма, который представляет Украину в контактной группе по Минску, заявил о том, что приглашали в Минск на встречу, которая должна состояться завтра, непосредственно лидеров ДНР и ЛНР, потому что с их представителями, соответственно, Донецка и Пушилиным, разговаривать не о чем, поскольку они не выполняют тех требований, которые им было заявлено ранее. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию, поскольку вы были инициатором встречи в Минске, новой встречи контактной группы? The question is as following. Today, Mr. Kuchma has announced that tomorrow another meeting of trilateral contact group is supposed to take place, and in Minsk. And invitation letters have been sent to the leaders of both Lugansk and Donetsk People's Republic. The reasons for that were that allegedly Mr. Dainego and Mr. Pushilin, who are authorized representatives of their leaders, failed to comply with the requirements which are imposed to them. How would you comment on this situation if you know that you are one of the initiators of tomorrow's meeting? Well, I have to be very precise here. The OSCE Special Monitoring Mission is a separate track than the Trilateral Contact Group. Здесь я должен уточнить, что наша специальная наблюдательная миссия является немного другим способом развития событий, способствования развитию событий, нежели трехсторонняя контактная группа. The Trilateral Contact Group consists of a representative of Ukraine, the Russian Federation, as well as the OSCE, and there is a special representative of the chairman in office, Ambassador Tali Gavini, within that group. Как вы знаете, трехсторонняя контактная группа состоит из представителей Российской Федерации, Украины, а также специального полномочного представителя ОБСЕ, посла госпожи Тальявини. And therefore I can't comment on the process that Trilateral Contact Group is being conducting. В связи с этим я не могу комментировать никакие действия, которые развиваются в контексте работы трехсторонней контактной группы. But the fact that the Trilateral Contact Group is meeting or plans to meet in Minsk tomorrow is a positive signal. Но факт того, что на завтра намечена очередная встреча в Минске, является позитивным. As any talk on the situation in Ukraine, in particular Eastern Ukraine, is positive and should be encouraged. Это позитивный момент, поскольку любые переговоры по ситуации в Украине в общем, а тем более по ситуации в Восточной Украине, является очередным шагом к каким-то положительным изменениям. But looking at you, I think I don't have answered your question, though. But looking at you, I don't think I have answered your question. Глядя на вас, что-то у меня складывалось впечатление, что я не полностью ответил на ваш вопрос. Не совсем. Может быть, не о той группе было. То есть ОБСЕ планировало, по приглашению ОБСЕ на следующую Минскую контактную группу были приглашены Захарченко и Пушилин. Захарченко и Плотницкий. Вместо них, то есть по поручению Захарченко и Плотницкого, поехали Пушилин, соответственно, и Донецка. Вот, простите, уже поехали на следующую? Вот завтра, которая будет. He affirms that even though Mr. Plotnitsky and Zakharchenko have been invited by OSCE, this is what he says, by OSCE to the next Minsk meeting, Pushilin and Donyega have already started their trip to join the meeting tomorrow. Yes. That's what he says. А миссия ОБСЕ, по которой, собственно говоря, инициировала очередной раунд встречи в Минске. The mission of OSCE, the OSCE mission, which was the initiator of this stage of Minsk meetings.
Да, вы приглашали, непосредственно хотели видеть там непосредственно лидеров ЛНР и ДНР. А они отправили, собственно говоря, их представителей. То есть не будет ли, Кучма как бы заявляет, не будет ли, как это сказать, проблемным вопрос о том, что поехали именно они, а не лидеры ЛНР и ДНР. So Mr. Kuchma sees a kind of challenge in tomorrow's meeting being participated by representatives, but not by the leaders themselves, even though the leaders were invited by the OSCE. То есть вы, как миссия ОБСЕ, хотели видеть бы на этой встрече непосредственно бы лидеров ДНР и ЛНР, или, допустим, как вы видите, вас устраивает, допустим, представители от ДНР и ЛНР, соответственно, Пушилина и ДНЭГа? Being the organization, OSCE, being the organization which invited the leaders, will it be happy to see Mr. Pushilin and Denega tomorrow? I can't speak on behalf of the Trilateral Contact Group, and you have to differentiate between the mission and the Trilateral Contact Group. Я не могу делать никаких заявлений от лица трехсторонней контактной группы. И опять-таки прошу вас проводить различия между контактной группой и специальной наблюдательной миссией. We, as a mission, we are aware that there were invitations sent out to the respective leaders. Мы, как специальная наблюдательная миссия, были поставлены в известность о том, что такие приглашения были разосланы лидерам республики. But on the decision process within the so-called DPR or so-called LPR system, I can't comment myself. Но опять-таки лично я не могу давать никаких комментариев по поводу процесса принятия решений Луганской и Донецкой народной республики. And it's up to the Trilateral Contact Group to comment as to whether the representation that the two groups send are sufficient for the talks that are envisaged for tomorrow. Поэтому именно трехсторонняя контактная группа должна комментировать направление лидерами своих представителей для этих переговоров и достаточности этих представителей для успеха предприятия. Еще вопрос у меня по Волновахе. Another question about Волноваха. Да, сегодня как бы представители Донецкой Народной Республики заявили, что поддерживают всецело создание центра комиссии по всецелому расследованию трагедии на Волновахе, да, но тем не менее за сегодняшний день миссия ОБСЕ, в частности в ДНР, не сделала никаких заявлений, не сделала никаких приглашений по поводу представителя ДНР в этой следственной комиссии, то есть, да, чем, собственно говоря, затягивается процесс принятия решения по началу ее работы здесь. Как вы могли бы прокомментировать эту ситуацию? The question is as follows. Today, Donetsk People's Republic has expressed its support of the idea of setting up the joint investigative team, but at the same time, so far, OSCE has not expressed its invitation to a representative of DPR to join this joint investigative team, or has not announced that a DPR representative is going to join. This causes further delays in the start of the investigation. Do you have any comments? Yes, indeed I have. The inquiry that we have proposed is not our inquiry to begin with. Ответ на ваш вопрос начну с того, что предложенные следственные действия это не наша работа. We suggested to the Joint Control and Coordination Center in the Balsave to lead an inquiry into the incident. Мы всего лишь выступили с предложением для совместного центра контроля и координации в Дебальцево с предложением возглавить And have yesterday also с предложением выступить лидерами в этом совместном расследовании. And we have also encouraged yesterday the JCCC to include a member of the so-called DPR into that inquiry. И вчера мы также поощрили стремление совместного центра по контролю и координации включить в состав этой совместной следственной группы представителя ДНР. And this afternoon we have been informed by the JCCC that a DPR member will travel together with the JCCC generals to Volnovakha tomorrow morning.
Сегодня днем нам стало известно от представителей совместного центра по контролю и координации о том, что завтра утром представитель ДНР выйдет на место вместе с генералами из этого центра совместного контроля и координации. But for further details, I have to refer you to the two generals of the Joint Control and Coordination Center who will be able to give you more details on this inquiry. Но если вас интересуют дальнейшие подробности, мне придется вас направить за ними к двум генералам, которые которые ответственны за проведение этого следственного мероприятия. The OSCE Special Monitoring Mission will continue its own observation into the incident. ОБСЕ продолжит вести собственные наблюдения за развитием событий по результатам этого происшествия. Independently from this inquiry that I have Наши just mentioned. действия будут проводиться самостоятельно и независимо от этого совместного расследования. Генералы это украинские? Which general am It's I? the two generals, the heads of the respective representation of the Russian Federation and of Ukraine within the Joint Center for Coordination in the Balso. В этот центр ходят два генерала, генерал от Российской Федерации и от Украины, и каждый из них является главой представительства своей страны для этого центра. Excuse me, sir, I have a question. One thing. Today in the morning, Zakharchenko said to us in the video that he is going to follow you to this airport. Okay? So he told us, journalists, with the press conference. So now, as soon as I understood, you couldn't reach the airport. Does it mean that you lost Zakharchenko, or Zakharchenko couldn't reach the airport with you also? Сегодня утром господин Захарченко заявил журналистам, что он вслед за миссией ОБСЕ отправится вместе с миссией, что вместе с миссией ОБСЕ отправится в аэропорт. Как мы знаем по итогам дня, фактически визит в аэропорт не состоялся. Это значит, что господин Захарченко где-то заблудился или что там еще? Или просто, я не знаю, что произошло, вы потеряли Захарченко, или Захарченко уехал просто без вас? Как получилось? Did you lose Zakharchenko or he left without you? Well, it depends from which side you look at it. Either he lost us or we lost him, but I can give you the details in a moment. Смотря с какой стороны подходить к вопросу, это или мы потерялись, или он потерялся, но больших подробностей я вам дать сейчас не могу. When we went the second time to the airport, we met Mr. Zakharchenko at that location, in the close proximity of the airport. Во время нашей второй поездки в аэропорт мы встретились с господином Захарченко в непосредственной близости к аэропорту. But he undertook his own decision and then ventured further closer to the airport. Но затем господин Захарченко принял собственное решение и отправился еще дальше, ближе к аэропорту. And for the reasons I've explained at the beginning of this statement, we have then decided that it is too insecure and unpredictable for us to go to the airport as well and monitor the situation there, and have decided then to go back to the city center here. Но по причинам, о которых я вам сказал в начале нашей встречи, что было слишком небезопасно и ситуация была слишком непредсказуемая для того, чтобы мы продолжили движение вперед, нами было принято решение вернуться. It is also important to mention that there was a joint patrol between the two generals of this center I've mentioned before. Также стоит отметить, что в совместный патруль ходили два генерала, о которых я немножко раньше сказала, два генерала из совместного центра. Who have also been at the same location, and we have monitored both their activities there as well as anyone else's at that location in the close proximity of the airport. Поэтому мы смогли пронаблюдать за работой и совместного центра по контролю и координации, которые находились в этой же непосредственной близости к аэропорту вместе с нами. Спасибо. Спасибо. Thank you. Еще вопрос можно? Ваши последние разговоры с Захарченко, о чем вы разговаривали и к какому мнению общему пришли вообще по ситуации? Referring to your latest meetings with Mr. Zakharchenko, what did you discuss, and have you made any arrangements, decisions, or agreements? We met Mr. Zakharchenko earlier this day, where he informed us that he will go to the airport. Мы встречались с господином Захарченко сегодня рано утром, и именно на этой встрече он проинформировал нас о том, что им будет предпринят выезд в аэропорт. We then, in discussion and in coordination with the two generals from the coordination center, have then decided that the OSCE Special Monitoring Mission will conduct a patrol as well to the airport.
В дальнейшем, посовещавшись с представителями, с генералами из Центра совместного контроля и координации, было принято решение, что ОБСЕ также предпримет патруль в сторону аэропорта, для того, чтобы понаблюдать за ситуацией. And this was the extent of the exchange with Mr. Sakarchenko today. Ну, наверное, это и было продолжением нашей встречи с Захарченко и продолжением нашего разговора с ним. Возле аэропорта вы не общались там нигде на подъезде? You mean you did not speak to Mr. Zakharchenko when you were in the nearest proximity to the airport? No, I've told you we met him briefly at the location where we stopped. Ну, я говорил раньше, что мы с ним недолго поговорили на том месте, где мы остановились. However, Mr. Sakarchenko went further than direction airport, and we decided on our own, for reasons I have explained before, that we then turned back to the city as the situation remained unpredictable for a civilian unarmed observer mission. На определенном этапе Захарченко было принято решение продвинуться дальше, а нами было принято решение вернуться, поскольку ситуация непредсказуемая и слишком небезопасная для гражданской невооруженной миссии. А можно как продолжение вопроса? To continue this, to extend the question. Live News. Что вы хотели вообще увидеть на аэропорту? Какая ваша цель визита была на аэропорт? What was the aim of your visit to the airport? What did you mean to see there? The intent of the mission is included in its mandate. The OSCE Special Monitoring Mission is mandated to report on the security situation on the ground. Цель, которую мы преследовали, она является основанием нашего мандата, а наш мандат, как вы знаете, предполагает фиксирование фактов о ситуации с безопасностью на месте. As the airport itself was and is and continues to be an area of constant security tensions and incidents, the mission has decided to try to attempt to get as close as possible to the airport to verify the situation, to be able to provide objective information as to what is going on at the airport area. Поэтому нашей миссией было принято решение проверить ситуацию с безопасностью возле аэропорта для того, чтобы иметь возможность в дальнейшем объективно оценивать ситуацию. Ситуацию чего оценивать? Безопасность. Безопасности. Безопасности кого? Безопасность На месте. в целом. Security of what? Of the situation in and around the area of the airport. Ситуацию в аэропорту и вокруг аэропорта. То есть безопасность украинских военных, Security of Ukrainian безопасность troops, ополченцев, or of безопасность местных insurgents, жителей. or of security of civilians, security of whom? All of that you have mentioned. Всех тех, кого вы только что назвали. Чтобы все были живы. For everyone to stay alive and happy. No, we didn't say that we are there to secure lives. That is not our task. Our task is to observe the situation on the ground. Наша ситуация не обеспечивать безопасностью, а наблюдать ситуацией и фиксировать факты. And to then provide these reports to the general public, for the public to be able to understand objectively and verified by the mission that is mandated to do that, what the situation on the ground looks like, be it on the civilian side or on the insurgent or Ukrainian side. Наша цель зафиксировать факты, сделать их доступными для общественности, для того, чтобы общественность могла уже формировать какие-то собственные суждения о ситуации, будь то ситуация с безопасностью в отношении местных мирных жителей или ситуация с безопасностью личного состава воинских формирований. Есть вопросы к нему?